Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать одну из своих полок, на которой находятся орхидеи, которые я покупала в декабре прошлого года и до начала февраля этого года. Вы у меня часто спрашиваете, где они у меня стоят, как они у меня стоят. И хочу показать несколько орхидей поближе, для того, чтобы было понятно. Я цветы не пересаживаю после покупки, и как они себя чувствуют после 2-3 месяцев нахождения у меня в квартире. Вот эта полочка нижняя, это все орхидеи, которые куплены были в этот период. Кто-то уже отцвел, кто-то продолжает распускать свои бутончики, например, как биглипчик. Некоторые решили нарастить еще бутончики, но хотя бы по одному. Просто распустили все свои бутоны. Стоят они под освещением лампа мини-фермер. Рядом стоит столик, но хотелось бы, чтобы тоже здесь хватало освещения, но не совсем хватает, но близко окошечко. Распускает свои бутоны тиара. Кстати, тиара не выцветает, и это очень приятно. Вот это старый цветок, а это уже распустившийся у меня бутон. За окном сегодня у нас идет снег, хотя вчера было плюс 14 градусов, а сегодня минус 4. Такая большая разница температур. Хочу обратить ваше внимание, что это юго-восточное окно, и на этом юго-восточном окне у меня освещения нет дополнительного никакого. А сейчас я сниму с полочки этой несколько орхидей и покажу вам, какие же корни нарастают в течение 2-3 месяцев после покупки орхидеи. А теперь я вам поближе покажу несколько орхидей, которые у меня уже от 3 до 4 месяцев, не пересаженные. Зора я, по-моему, покупала еще осенью. И не пересаженную. Горшок абсолютно не виден. Здесь водоросли. Корни казались плохими. Ну, то, что видно через горшок. Начали прорастать грибочки. Но при этом Зора очень медленно, действительно, он какой-то очень задумчивый. Он нарастил всего один корешок, но растит листик и даже распустил, дорастил и распустил один бутончик. Вот, казалось бы, в горшке видно гнилые корни. И очень часто вы меня спрашиваете о том, что принесла орхидейку, там гнилые корни, быстренько ее разобрала, потому что вдруг что-то с ней не так. Вот посмотрите, по-моему, 4-й месяц, есть гнилые корни, орхидея чувствует себя прекрасно. И даже, ну вот здесь просто один грибочек, даже есть один грибочек, все равно я не пересаживаю. Корешки новые пошли, листик растит. То есть, ну зачем пересаживать? Подожду, пока побольше корней будет, и тогда пересажу. Просто как примеры показываю вам, что не нужно торопиться с пересадкой. Эту орхидейку я вам показывала, она у меня продолжает растить маленькую детку. Она очень быстро отцвела, потому что на ней были все распущенные бутончики. Цветонос она засушила, теперь можно его спокойно, весь сухой цветонос, отрезать. Она также растит новый листик и корешки. Корешки есть везде. Никакой торфяной стакан не мешает ее жизни. Никакие гнилые корни ей тоже не мешают. У этой орхидеи еще есть вот такая деформация листа.
Это производитель применяет гормоны. Гормоны роста, гормоны для цветения. Я уже снимала видео и рассказывала вам о применении гормонов и какое они оказывают влияние на орхидеи. Ссылочки, которые сейчас будут возникать в правом верхнем углу экрана, это мои подсказки на те видео, на которые я опираюсь, рассказываю вам и ссылаюсь на эти видео. Они будут и в правом верхнем углу экрана, и под видео обязательно. Так что, если интересно узнать про гормоны, переходите по ссылке, смотрите. Все орхидейки ведут себя по-разному. А вот пурпурный дождь. Смотрите, сколько корней. Он даже от шеи сверху нарастил уже, ну, очень много. Просто растит корни. Просто. Я ничем не поливаю. А в горшке посмотрите, какая прелесть. Я ничем не поливаю, кроме воды. И опять здесь есть присутствие сухого гнилого корня. И вот смотрите, какое большое количество есть сухих гнилых корней. При этом я не волнуюсь об этих корнях. Он прекрасно растит новые, молодые, раскукливает. Вот они все растущие зеленые корни. Когда буду пересаживать, я уберу эти гнилые корни. Здесь у орхидейки все то же самое. Просто здесь видимое количество корней. Я вам еще раз скажу, что поливаю орхидею я только по краю горшка. И только водой, чистой водой. И еще просто еще одну орхидею, еще займу ваше внимание. Смотрите, а каменная роза, у которой на одной веточке Magic, на другой она каменная роза, она решила с веточки каменной розы нарастить еще бутончики и продолжить свое цветение. Один из вопросов, почему я показываю эту орхидею, вы задаете, когда выпускает новые бутончики, почему сбрасывает старые цветочки. Всегда, когда орхидея продолжает наращивать цветонос и начинает распускать, готовится к распуску бутончиков, старые цветочки она сбрасывает. Поэтому это нормально для орхидеи, это нормальный ее жизненный процесс. Вот здесь она ничего не наращивает на веточке Magic, поэтому она здесь ничего и не сбрасывает. А здесь она уже начинает сбрасывать старые цветочки. При этом она растит корни. Даже при том, что она доращивает бутончики, она от шеи начала растить корни и начала раскукливать корни в горшке. Что же я такое волшебное делаю, чтобы через месяц или через 2 у меня начинали расти корешочки в горшках? Я не поливаю их удобрениями, никакими. Я просто поливаю чистой водой. Что касается чистой воды, буквально вчера вышло видео, где я рассказывала о воде, которой я поливаю, которой, может быть, вы поливаете, что-то вы там узнаете новое. Обязательно пройдите по этой ссылочке, это очень интересно. Кстати, к тому видео о воде будет продолжение. Я расскажу еще о нескольких вариантах полива орхидей, какой водой, например, дождевой или талой. Будет продолжение, поэтому следите, пожалуйста, за каналом. Есть несколько факторов, от которых так хорошо растут корни в горшках. Ну, очень сильный фактор – это чистая, хорошая вода. Потом я вам не просто так показывала свои полочки. Мне хотелось там вам показать освещение, под которым они стоят. На подоконник я тоже, вот на этот подоконник, который я вам показала, я тоже ставлю такие орхидеи, и там нет никакого освещения, просто там хороший бывает солнечный свет, и орхидеям там этого вполне достаточно. То есть освещение играет большую роль, и самую главную роль это играет полив. Я не просто так показала вам сухие корни орхидей. Вот эту орхидею, да и те, все видели, что там только в одном не видно корней, в остальных
все корни видно. Вот эту орхидею я еще пару дней поливать не буду, ну, как и все прочие. Вот так должны просыхать корни. Для того, чтобы сделать следующий полив орхидеи. Вот они должны стать вот такие все совершенно серебряные. Поливаю только по краю горшка. Кто-то спрашивает, каким количеством воды? Но как я вам могу определить количество воды? Вот все те орхидеи, которые я показала, я не помню, сколько у меня их там, по-моему, 15 или 16, на все эти орхидеи у меня уходит литр воды. Литр теплой воды. Водичка всегда 28-32 градуса. И поливаю я их не по там 7 дней, 10 дней. Нет, всегда поливаю по краю горшка, для того, чтобы постараться не задеть этот торфяной стакан. Но и торфяной стакан не мешает жизни орхидеи. Поливаю только тогда, когда просохли корни. И обратите внимание, как они прекрасно растут. Пройдет еще, может быть, месяц-два. Я обычно перед пересадкой даю орхидеи полностью сбросить с бутончики. И, как вы заметили, вот эти 4 орхидеи, даже при том, что 2 из них еще цветут, они все выпускают уже по новому листику. То есть в них столько заложено стимуляторов и цветения, и роста, что они даже продолжая цветение, начинают растить новый листик. Но когда мы удобряем, в принципе, систематически свои орхидеи, они тоже в конце цветения начинают потихонечку свой рост, и мы понимаем, что нужно удобрять уже азотным удобрением. Так что я за то, чтобы не пересаживать орхидеи. Даже при присутствии каких-то гнилых корней нужно сначала за орхидеей понаблюдать. Неделю, 2, 3, и если вы видите, что орхидея не теряет тургор, не сбрасывает цветы, значит, она вполне может подождать своей пересадки и в ее покупном горшке. И прекрасно нарастить корни. А вы знаете, что с растущими раскукленными корнями орхидею пересадить легко и просто. Она не испытает огромного стресса, сразу у вас примется и начнет расти. Хочу вам еще сказать, что когда вы покупаете орхидею и не пересаживаете ее из покупного горшка, бывает, знаете, снимается целлофан, а оттуда вылетела какая-то маленькая мошка. И вот эта мошка может быть грибным комариком. Я никогда не обрабатываю орхидеи после покупки от вредителей. Протираю только зеленым мылом. Но если вылетела такая мошка, я обязательно применяю вот такой спрей от насекомых. Тут написано, что он, конечно, от 30 насекомых. Но я вас уверяю, что он работает только от грибных комариков. А вот эти грибные комарики очень вредные насекомые. Не сами комарики, а их личинки, которые они откладывают в корни орхидеи. Кстати, о грибных комариках я большое видео снимала и рассказывала вам, как же победить этих грибных комариков. Но бороться с ними нужно обязательно, потому что эти маленькие червячки очень любят корни орхидеи. Поэтому опять оставлю ссылочку, проходите, смотрите. Вот максимально, чем я могу обработать орхидею, это вот таким спреем от насекомых. В остальном я не делаю больше ничего волшебного. Свет, вода и покой. Как бы это нелепо не звучало. Я их поставлю и больше не трогаю. Я подхожу, грушей проливаю их, и они у меня просто стоят на полочке. Доцветают, выпускают новые бутончики, раскукливают корни и живут очень спокойно. Я надеюсь, что счастливо. Дорогие друзья, до новых встреч!